Эх, Монобанк. Это не просто мечта любого украинца и любого европейца, который не знает про другие частные банки. Все в один голос кричат, что это лучший банк ever. Самый удобный, самый стильный. Приложение работает как швейцарские часы. Кэшбэки падают чаще, чем дождь в Киеве. Переводы мгновенно, а дизайн... О, это дизайн. Такой нежный, такой уютный. А эти котики, боже, эти котики. Кот-сосиска в игре, котики в стикерах, котики в уведомлениях, котики на билбордах с мемами, котики в рекламе, где они решают все мировые проблемы одним мурлыканьем. Монобанк — это не просто банк, это сплошная кототерапия с деньгами в комплекте. Пушистая сказка, где каждый клиент чувствует себя любимым хозяином миллионной кошачьей семьи, что даже аллергики начинают улыбаться и чесать воображаемый животик. А в итоге это просто контора людей с низкой социальной ответственностью, которая одним движением левой пятки может слить твои личные данные в сеть и устроить публичный позор. Ну здравствуйте, мои маленькие любители интернет-драм. Сегодня мы перемещаемся в Украину, на мою историческую родину, на территорию Кока-Колы и других любителей посмотреть, что там в Украине в очередной раз случилось. Будет интересно. А началось все довольно-таки прозаично. Сооснователь этого монобанка по имени Олег Гороховский написал вот такой ироничный пост в Threads. Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, почему заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая. А вам не кажется, что в этом посту что-то не так? Ну да, он же слил внешность клиентки своего банка, когда она проходила видеоверификацию. И, кстати, ее и даже блюрить смысла нет. Все и так по всей Украине знают ее внешность. А что, так можно было, что ли? Ага, сейчас! И у подписчиков не возникло никаких вопросов. А наоборот, была организована травля. Самое интересное, что один портал даже опубликовал слив переписки, где человек поинтересовался, что это просто Гороховский решил выставить типа мем или проблема гораздо серьезнее, на что тот неиронично ответил. Это не какой-то мем. Мы показываем, что сторонникам Рашки у нас не место, и нас надо обходить стороной. Тут не могу не согласиться. Как банк, точно. У вас же есть медийщики. Спросите, как лучше было бы хайпануть на этом кейсе и не нарушить законодательство. Например, подсказываю. Заблюрить лицо клиента. Да, даже тот человек, с кем переписывался Гороховский, немножечко так прифигел от такой наглости. И хоть Гороховский потом удалил свой пост, но интернет запомнил комментарии, которые он успел пролайкать. Банковское приложение автоматически распознало подозрительный предмет в кадре и включило режим деоккупации счета. Поставьте ей принудительно скин для карты. Дайте ее номер днепровским офисникам. Они ее быстро верифицируют. Хлопцы, я свій! Для верификации поворачивайте голову влево, пока не услышите клац. А вот этого комментария слишком знакомое личико. Это тот же самый Антон Тимошенко, который шутил про немецкие танки. Перший прикол я сказав дякую за леопарди. Не думав, що таке скажу, але дійсно радий бачити німецькі танки в Україні. Правда. Правда кажу, минулий раз ви пошвидше були. Ну, здравствуй, богатым будешь. Ты уже. Итак, что получается? Гороховский слил лицо девушки во время видеоверификации, что по сути является нарушением банковской тайны. Вкинул ржаку, что у девушки голова не мытая, и лайкнул комменты, где предлагают слить ее номер днепровскому колл-центру, который жестко кидает на деньги хоть своих, хоть чужих. А популярный комик шутканул, что девушка должна повернуть голову так, пока она не свернет себе шею, или еще хуже, он имел в виду вот этот клац. Не, ну круто, чё, а все потому, что им показалось, что на фоне виднеется российский флаг. Кстати, сама же девушка, увидев резонанс, выложила скрин со своего сторис, где опровергла, что на фото флаг РФ. Я тот самый человек из данного поста. Изначально я обратилась в Монобанк по поводу того, что мне заблокировали карту. Я находилась не у себя дома, даже не обратила внимания на то, что висит на стене. После этого я увидела,
что прославилось на весь интернет. На меня обрушилось много хейта. Но хочу сказать одно. Это флаг Словении. Данный человек, не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение. Я ни в коем случае не поддерживаю страну-агрессора. У меня воюет вся моя семья. Родилась в Украине и люблю ее. Но людям лишь бы кого-то унизить и облить грязью. И ведь, согласитесь, довольно-таки аргументированный ответ. Но потом комментаторы разделились на два лагеря. И началась борьба не на жизнь, а на смерть. На тех, кто яро защищает владельца Монобанка, и тех, кто начали постить свои мемы по поводу флага. И давайте-ка для баланса вселенной посмотрим на первый лагерь. Максимально неубедительно. Я надеялся, что это действительно флаг Словении, а это такой зашквар, что лучше бы уже не пыталась никого убедить. Чисто для чистоты эксперимента сгенерировала фото в GPT. Первое фото — это оригинал. Только ИИ генерирует флаг с пятиугольными звездами. Флаг, который сзади на скрине, в разы больше того, который на фото. Да, они решили прикопаться к звездам на флаге Словении. Пятиконечный, шестиконечный, это прям так важно. Но на самом деле есть одна маленькая деталь, которая совершенно рушит их хрупкую логику. Я зашел на один интересный сайт, где продаются флаги, поэтому, Джесси Пинкман, тебе слово. Ну что, теперь довольны, детективы? Одна из пользовательниц начала на серьезных щах сравнивать высоту флага, чтобы доказать, что на самом деле все-таки на стене висел российский флаг. Ну что сказать, это уже клиника. Но остальные начали делать мемы, какой флаг на фоне считается действительно правильным. Единственный правильный фон для верификации в Монобанке. Верификация Монобанк Билайн. На будущее всем. На что, конечно же, последовала логичная ответка. Монобанк, вы уже начали измерять черепа клиентам на видеофиксации? Знатоки вопрос. Чей флаг на фоне? Кто такие конфиденциальность? А чей это флаг? Обратился сооснователь Монобанк Гороховский с вопросом, почему заблокировали Stereo by Mono в Польше. Сказали, что из-за того, что голова не мытая. Я знаю продолжение этой истории. Первое. Ваши данные раскрывают, потому что вы говорите по-русски. Второе. Ваши данные раскрывают, потому что вы не донатите. Третье. Ваши данные раскрывают, потому что не поддерживаете З. Четвертое. Ваши данные раскрывают, потому что у вас рожа не такая. Когда ситуация окончательно накалилась, в нее вмешался украинский активист по имени Сергей Гнездилов. И он решил поговорить и с Гороховским, и с девушкой, и выяснил пару важных моментов. Только что поговорил с девушкой, которую сделал популярным пост Гороховского. Зафакатить заняло буквально 5 минут. Вот что она мне рассказала. В 2023 году я вместе с мамой переехала из Харькова в Словению, как беженка. Там я прожила до 2024 года. Затем переехала в Германию, где находилась и сейчас. Я находилась дома у подруги, которая из Словении. Она студентка. У нее и действительно висит флаг Словении. Я не ожидала, что видеоинтерфейс будет происходить так быстро, поэтому побежала именно в ту комнату, где висел флаг. Мне сказали, что решение о разблокировке карты будет принято в течение следующих суток. Утром мне позвонила мама и сказала, что я теперь очень известна. Мой отец в вооруженных силах. Я не понимаю, как можно было обвинить меня в симпатии к России. От себя добавлю, что двухминутный мониторинг страниц Карины и ее семьи не подтвердил какой-либо пророссийскости. У брата на аватаре украинский флаг, у нее нормальная проукраинская страница. Сама она репостит группы поиска пропавших без вести, информацию из украинских источников. Что здесь может сделать руководитель и так далее? Извиниться, пообещать как минимум размывать лица своих клиентов, когда в будущем будет клепать мемы. В будущем обращаться в правоохранительные органы, если есть подозрения в пророссийскости его клиентов. В противном случае это может привести к интересному показательному судебному кейсу. Только что говорил с господином Гороховским. По его словам, он на 100% уверен, что флаг российский, а девушка врет. Я точно не хотел бы навредить и так далее как банку, который много делает для страны и сил обороны. Этот пост призван обратить внимание на проблему соблюдения банковской тайны и конфиденциальности клиентских данных. Как вы думаете, Гороховский после этого поста сделал какие-то выводы, когда даже украинский военный адекватно призвал Гороховского признать ошибку, принести извинения девушке, ее семье и признать, что он нарушил банковскую тайну? Да нет, конечно, он начал гнуть свою линию дальше. Обожаю жанр
не все так однозначно. Вижу посты некоторых обеспокоенных граждан относительно защиты персональных данных на фото с флагом. Отвечаю, у сторонников русского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных. После 12 лет войны мы не можем гарантировать никакой защиты данных коллаборантам. Любите Россию, обходите нас 10-й дорогой. ПС. У нее на фото флаг России. То же самое вторила и поддержка банка в Телеграме, когда им люди начали поэтому предъявлять и требовать закрыть их счет в Монобанке. По ходу этого скандала еще и выяснилось, что у Монобанка есть чатик, где они друг другу кидают фотографии клиентов, а один из пользователей Threads решил это проверить, написав в службу поддержки. И то, как он ловко это провернул, нужно просто вслушаться. Нет, как уже указали, ваши данные или фото не распространялись. Фото с верификацией никуда не сбрасывали. Ага, то есть мое фото пока дальше вашего чата не ушло. Что ж, и на том спасибо. А фото, где я на паспорте? Я ведь данные документов обновляла. В чат фото также не отправляли. Все данные сохранены по счету. Как прекрасно вы подтвердили, что он существует. А другим говорили, нет никакого чата. Эх, сами себя поймали, Владислав. Имеется в виду наш с вами чат. Какой именно чат вы имели в виду? Ну а если серьезно, вы поступили как конченый банк, хотя считались одним из лучших. Поэтому побольше вам бешеных людей. Извините, не совсем понимаю, что именно вы имеете в виду. Нет необходимости обращаться в соцсети, так как со стороны банка не было нарушено ни одного пункта действующего законодательства. В той публикации не было персональных данных. Нет F и O, документов, контактов или другой информации, по которой можно узнать человека. Ну да, пошел я нахер. Поздно, Влад, поздно. Ваша фраза в самую точку попала. Всего доброго, ищите свою фразу на просторах Threads. Понимаю, что ситуация неприятная и нет необходимости писать в соцсети. Давайте попробуем разобраться здесь. Простите, мне пора на работу. А вот потом... Хорошо. Хорошего вам дня и мирного неба. Ну, тут только можно девушке позавидовать, как она ловко провела сотрудника банка. И теперь стало ясно, что чатик на самом деле существует. И больше банку не отвертеться. Тем временем в Инстаграм в защиту Гороховского влетела журналистка из Ивано-Франковска и написала типичное сторис, в котором применила излюбленную тактику украинского медиапространства, что все, что вы видите, это ИПСО, а те, кто защищает девушку, это боты из Кремля. На самом деле куча ботов и куча людей, для которых не все однозначно. А вот то, что закидывают Европу, то просто не понимают, что в Европе такое быстро пресекается. Пока мы думаем и ищем оправдания, это был российский флаг. Но я полдня смотрю, как наших людей качает плюс количество ботов, которые помогают поговорить, что не все так однозначно. Гороховский бы извинился, но я не думаю, что есть за что. Думаю, сейчас разбираются, чтобы собрать больше информации, потому что там столько всего наврали уже. Я так ржу с юристов, которые рассказывают, что это самоубийство для банка. Боже, даже если окажется, что он 1000 раз не прав, это ни на что не повлияет. Ну, 30 человек закроет карточки, а через полгода снова откроет. Вот в таких историях мне прямо смешно наблюдать за экспертами. Я, великий юрист, и рвет на себе рубашку. У меня один раз была подписчица, которая мне доказывала, что она лучше в чем-то там разбирается, потому что у нее журналистское образование. Я ржала неделю с того, потому что я, кроме образования, еще имею 20 лет стажа, но в дискуссиях ты можешь говорить фактами или эмоциями, но дипломы твои к красоте, это точно. Самое забавное, что в одной из веток во время обсуждения новости про эту девушку кто-то написал на серьезных щах, что это вообще была провокация от ФСБ. Параллельно с этим, ради медийного антикриза, СМИ Дмитрия Гордона, ну помните, который... В каких условиях вы сидели? Барак Обама. Ну типа. Решили написать комплиментарную статью про Олега Гороховского. Как выглядит жена и дети Гороховского и о чем думает человек, которому не нужно думать о деньгах. Просто богатый человек. По словам Гороховского, он достаточно обеспечен, чтобы не думать о деньгах и о том, на что их тратить. Я просто считаю себя богатым человеком, потому что мне на все хватает и могу не думать о деньгах, признался он. О спорте. Я занимаюсь физкультурой. Я стараюсь каждое утро плавать 2 километра. Я не считаю, что это спорт. Просто надо утром запустить организм, рассказал Гороховский. Он отметил, что обычно спит по 7 часов. О жене. Супруга Гороховского, нотариус Тамара Крючкова. Ранее она была советником
советником в Министерстве цифровой трансформации Украины. Жена Гороховского активно занимается бизнесом. О детях. Гороховский и Крючкова – многодетные родители. Их дети учатся в Вене, Австрия. Хотел бы, чтобы они были счастливы. А чем они будут заниматься, пусть сами решают, признался Гороховский в интервью Гордону. Играет в преферанс на деньги. По словам Гороховского, он довольно часто выигрывает. Преферанс на самом деле не очень сложная игра. Я выигрываю потому, что у меня получается. В основном просто опыт. Не очень большое разнообразие вариантов в преферансе. Это наигранность. Если играешь регулярно, то в принципе неплохо играешь. Раскрыл он секрет. Ах, ну какой хорошенький. И жена красавица, и дети учатся в Европе, и о деньгах он не думает, и в преферанс всегда выигрывает. Ну что сказать? Это не человек! Это же ангел! Вот только вопрос остается открытым. Каким образом он добыл фото девушки во время видеоверификации и почему он считает это нормальным сливать ее лицо на свою аудиторию? Это остается загадкой. Да и его ироничный пост о том, что несмотря на призывы людей закрывать его банки и счета, этих счетов стало больше на 10%, как бы намекает, что Гороховский продолжал настаивать на своем. Но упрямство Гороховского начало потихоньку трескаться. Сразу после того, как адвокатское объединение Адати Групп взялась за дело той девушки с намерением судиться с Монобанк. Другие же адвокаты начали писать заявление на Национальный банк Украины, а дополнительно этот общественный резонанс подхватил уполномоченный по правам человека Верховной Ради Дмитрий Лубенец. Относительно ситуации, которая у всех на слуху последние дни. Вижу, что было много моих тридов. Итак, каково мое мнение сейчас? Сооснователь Монобанк признал свою неправоту после обнародования персональных данных клиентки. В то же время, само признание ошибки не освобождает от ответственности. Я отреагировал на ситуацию сразу. Моя реакция такова. Открыто производство и начата проверка обстоятельств возможного нарушения законодательства о защите персональных данных и банковской тайны. Мы все понимаем, что персональные данные не могут становиться инструментом публичного давления или унижения. Закон один для всех, и его нарушение не может быть оправдано эмоциями или общественным резонансом. Ну и в копилочку адвокаты, о которых я говорил выше, дописались до Национального банка Украины, и он начал по Монобанку проверку. И Гороховскому пришлось признать свою ошибку. После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Я увидел флаг и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как человек, который устал от всего, связанного с Россией. Мое отношение к этому флагу не изменилось. Отношение к поступку – да. Хочу заверить всех клиентов, что с их персональными данными все в порядке и никогда не будет иначе. Это наш главный приоритет. Мы один из наиболее атакованных кибервойсками России украинских банков и главная цель врага в финансовом секторе. За все время войны у нас не было ни одной утечки информации. Выводы сделаны. В случае возникновения подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам. Кто разочаровался, извините. Буду лучше фильтровать свои мысли и не забывать о своей ответственности. We're sorry. We're sorry. We're sorry. Sorry. Кстати, забавный момент. Гороховский извинился только перед своими подписчиками, но никак не перед падчерицей военного. Его все-таки, наверное, задело, что отчим девушки в интервью назвал его не самым хорошим словом и призвал смело судиться с Монобанком. А вопросы от адекватных людей так и остались загадкой. Каким образом SEO Монобанка получил доступ к системе Know Your Client? И самое главное, откуда взялась эта потужная аудитория, которая говорила, что Гороховскому не о чем извиняться. Кто их породил? Зачем они существуют? Почему Мета держит таких при себе? И понесет ли вообще Монобанк хоть какую-то ответственность? Или Нацбанк просто попиарится на ситуации и, немножечко пожурив Гороховского, просто спустит все на тормоза? Если убрать эмоции, в этой истории остается довольно неприятный факт. Система, которая должна защищать ваши данные, в какой-то момент использовала их против человека. Неважно, по ошибке или нет, неважно, из-за эмоций или убеждений. Сам факт, это уже произошло. И дальше начинается самое интересное. А где проходит граница? Где заканчивается личное мнение и начинается ответственность? Можно ли публично показывать клиента, если тебе что-то показалось? Можно ли оправдать это войной,
эмоциями или правильной позицией. Сегодня ответ на эти вопросы попытались дать постфактум, через извинения и проверки. Но проблема в том, что такие ситуации работают только в одну сторону. Они происходят мгновенно, а исправляются, если вообще исправляются, уже потом. Именно поэтому главный вывод здесь максимально простой. Дело не в конкретном банке, не в конкретной истории, не в конкретной стране. Дело в том, насколько легко человек может потерять контроль над своими данными, если тот, у кого есть к ним доступ, решит, что его можно больше, чем остальным. И вот этот уже вопрос, на который каждому придется ответить самому. А на сегодня сеанс медитации окончен. Это был Шизометр. Думай, распространяй, подписывайся.